Меня недолюбили мои родители. Как долюбить своих детей так, чтобы однажды они не испытали то самое чувство недолюбленности, о котором сейчас так много говорят? Сегодня я раскрою эту тему и напоминаю, с вами я, семейный психолог Людмила Мурзина. Мой опыт настолько большой, что позволяет мне рассуждать о том, что испытывали ваши родители и какое, по их пониманию, чувство родительской любви, и как сейчас молодые родители, современные родители проживают то самое чувство. Рубрика «Золотая середина». Если интересно узнать, как долюбить детей, что такое родительская любовь, как она формируется и что нужно делать, смотрите видео дальше, ставьте лайк, пишите комментарии. Что же это такое? Что же это за то самое светлое чувство, о котором сейчас так много говорят? Да, кстати, сформировалось это понимание недолюбленности как раз из средств массовой информации, из того, что говорят психологи. На чем строится это состояние? Почему так много сейчас придается этому значения? Все просто. Школа говорит о том, что все из детства. Каждый психолог, психоаналитик, психотерапевт, абсолютно каждый специалист, работающий в сфере психологии, говорит о том, что все сформировалось в нашем детстве. Но это не значит, что там вас недолюбили. Мне хочется задать вам вопросы. Вспомните своих родителей. Как вы думаете, из каких своих чувств по отношению к детям родители много работали? И для чего они много работали? Ведь тогда очень мало говорилось о том, что нужно любить свою работу, что нужно наслаждаться своей работой. И многие родители ходили на эту работу, потому что было надо. А надо было что? Надо было заработать деньги. Для чего? Для того, чтобы накормить своих детей, для того, чтобы купить какую-то форму, для того, чтобы одеть, для того, чтобы создать в квартире или в доме благоприятные условия. И все это делалось, как вы думаете, из состояния ненависти к своим детям? Конечно, нет. Из состояния любви. И только из этого чувства родители стирали для вас. Родители не спали ночами, когда вы болели, точно так же, как не спите вы сейчас, когда ваши дети приболели, когда они кашляют, когда у них температурка, когда у них что-то происходит не так, и в школе проблемы. И все это из того самого чувства родительской любви. Из какого такого чувства родители проверяли у вас домашние задания и даже наказывали вас? Для чего? Ответьте себе на эти вопросы. Конечно же, для того, чтобы вы стали успешными, чтобы вы стали счастливыми, чтобы ваши поступки, те, которые вы совершали, приводили вас к опыту, к осознанию того, что это нежелательно делать, потому что потом будут не очень хорошие последствия. Что нужно надевать на себя теплую одежду на прогулку, потому что потом можно заболеть. Ругали, наказывали, да, но выражали свою заботу так, как могли. И поэтому, когда заговорили о недолюбленности,
то заговорили как раз о том, что не доцеловали, не дообнимали, не была мама подружкой для своей дочери, не рассказывали что-то откровенно. Как могли ваши родители обнимать и целовать вас, если они об этом не знали? Если в их семьях, вспомните поколение своих бабушек, дедушек, там вообще это было не принято. Не научили этому ваших родителей, и они не смогли дать вам это. Но уверяю вас, что поцелуев, нежности и заботы вы получили нисколько не меньше, чем ваши дети от вас. И я скажу сейчас, в какой момент это было. Возможно, вы не помните, но это было тогда, когда вместо памперсов были подгузники. И эти подгузники нужно было менять, а менять их нужно было, представляете, 33-34 раза в сутки. Это то количество мочеиспускания у ребенка, когда он еще маленький, в период его младенчества. И вот тогда, в отличие от вас, в отличие от того, что вы содержите своих детей в памперсах, ваши мамы, ваши папы переодевали. Но помните же, что такое процесс переодевания малыша? Вот тогда происходит налюбливание, вот тогда происходит обцеловывание ручек, каждого пальчика, на руках, на ногах, брюшко, там вот попочки, вот это вот все, оно просто зацеловывалось. Ни одна мама не прошла мимо этого наслаждения. И в первый год жизни вы получили столько вот этой ласки и любви, сколько, возможно, не получили ваши дети до какого-то определенного возраста. Я думаю, что сейчас вы поняли, что все-таки вас долюбили. Как поступают современные родители, не помня эти этапы, не осознавая, что они были, не вдаваясь в подробности, помнят лишь то, что наказывали, ругали, заставляли убирать игрушки, заставляли одеваться самих, убирать посуду, что-то еще делать. И современные родители решают, что нужно все иначе. Нужно целовать, обнимать, носить на руках, стелить соломку, купить все игрушки, которых не было в вашей жизни, но их не было не потому, что вам родители не хотели их покупать, а потому что их вообще не было тогда. И вы покупаете игрушки из того, что вы хотите их купить для себя собственно. Заваливайте этими игрушками ребенка из позиции «я хочу, чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался». Вот прямо задумайтесь над тем, что вы даете ребенку и для чего вы это даете. Дорогие друзья, рада представить вам новый раздел на нашем сайте «Медитации на все случаи жизни». Это авторские уникальные инструменты. Каждая медитация работает локально и является мини-терапевтическим сеансом для самостоятельной проработки проблем или решения задач. Эта страница постоянно пополняется популярными и актуальными темами, в том числе по вашим запросам. За минимальную стоимость вы можете получить качественную профессиональную помощь. Переходите на сайт, выбирайте и улучшайте качество своей жизни. Приведет ли это ребенка к успеху? Приведет ли это ребенка к состоянию счастья? Я хочу сказать, что в этом очень много ошибок. Очень. Когда ко мне приходят
родители, которые вот таким образом налюбили своего ребенка, которому 10, 13, 15 лет, и который остается в позиции только требователя, ничего не привнося уже в семью, не убирая за собой, он не способен самостоятельно делать уроки, он не способен отвечать за свои поступки, он начинает агрессировать и оскорблять своих родителей. Я думаю, что вы сталкивались с такими ситуациями, когда ваши дети уже немного подросли, когда они еще не в том состоянии, что хочется умиляться, когда уже появляется определенный уровень требований. Что делать? Как налюбить ребенка? Как дать ту самую родительскую любовь? Помните, наша рубрика «Золотая середина», и поэтому хорошо все в меру. Хвалить ребенка надо, но не захваливать и хвалить за определенные действия. Мне очень сегодня понравилось, как ты убрался в своей комнате. Давай уберем свои игрушки. Ай, мой хороший, молодец, Сашенька. Как ты красиво поставил эту игрушку. Помните, только за те действия, которые ребенок совершил, чтобы принести тем самым пользу. Помните, что если так случилось, что вы повысили тон, что вы, возможно, чувствуете, что незаслуженно наказали своего сына или дочку. Вот как-то так получилось, бывает такое. Попросите прощения. И позадумайтесь сейчас, а вы просите прощения друг у друга. Вы умеете это делать? Научите делать ребенка. Это сразу. Вот это и есть проявление любви, проявление уважения. И своим примером вы научаете его. Я сказала слово «пример», это очень важно. Важно то, что вы хотите вложить в своего ребенка, чему вы хотите научить, каким вы хотите видеть своего ребенка в будущем. И если вам хочется, чтобы ваш ребенок был замотивирован на успех, на достижение целей, на успешную учебу, чтобы это давалось ему легко, вот нужно сделать все, что будет вести к этому. Но поверьте мне, не зацелованные и просто не лишенные никакого опыта дети, они как раз не смогут это достигать. Им незачем. Если родители ставят своей задачей в тот момент, когда у них появились дети, приобрести им квартиру, автомобиль, что-то еще им дать, какие-то все блага из позиции того, чтобы им ничего не нужно было делать, памятуя какие-то свои жизненные трудности, не будет ваш ребенок этому учиться. Ему не нужно ничего достигать в жизни, у него все есть. И, соответственно, вы столкнетесь с тем, что только «мама, дай», «папа, дай», «вы обязаны мне», «вы мои родители», «вы меня недолюбили». И, собственно, думая о том, что ваши родители недолюбили вас, вы все больше погружаете себя в чувство вины от каких-то требований по отношению к своему ребенку, от каких-то отказов того, что вы считаете ненужным, не вредящим ребенку, от того, что вы не заработали столько денег, чтобы скупить все игрушки во всех магазинах, от того, что вы не можете ребенку дать новый последний iPhone или что-то еще, или какие-то игровые приставки.
Поэтому задумайтесь, что приносит вред, а что пользу в вашем воспитании вашим детям. И тогда вы поймете, а что такое родительская любовь. Делаем выводы и подводим итоги. Это все-таки то, что дает возможность нашим детям быть здоровыми, успешными и счастливыми. Всех вам благ! Занимайтесь воспитанием с любовью.